Здравствуйте. «Жигули» теперь не ведро. Любой отечественный автомобиль отныне лучше всех. Думать, писать, говорить иначе – преступление. Далее по сборнику анекдотов позднего Брежнева, где СССР – родина слонов, советские микросхемы самые большие в мире. Чем занимается КГБ? Теми, кто недоволен советской властью, а кто доволен, ими занимается ОБХСС. Член Думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков предложил ввести наказание за дискредитацию отечественной продукции. Нужно вводить штрафы за дискредитацию российского производителя и российского производства, потому что это дело, конечно, далеко не патриотичное и не народное. Люди должны понимать, что приоритеты российского производителя должны быть абсолютно во всем, и в потребительских товарах, и в средствах производства, поэтому необходимо проработать вопрос административной ответственности для тех, кто дискредитирует российское производство, российского производителя, российские бренды, сказал Новичков. Встречаются два магнитофона, японский и советский. Советский говорит: «Я слышал, тебе хозяин новую кассету купил?» «Да, купил. Дай пожевать». За такой анекдот какой теперь штраф полагается? И 4 бабушки уже рубль? За несколько анекдотов ответственность все еще административная или уголовная с конфискацией? Предложение Николая Новичкова тематически касается экономического аспекта, защищает товары и бренды, но сводится к той самой ситуации 1937 года, когда сажали за анекдот. Депутат Николай Новичков возвращает в репрессивную практику современной России опробованную методику сталинского периода, когда о советской власти запрещалось думать плохо и произнесенное вслух становилось достаточным основанием для репрессий. До нас факты уничтожения людей дошли в наиболее абсурдной форме, когда сажали за анекдот. На самом деле сажали за любую критику. Описан исторический пример про человека, сказавшего в магазине: «Советской власти уже 20 лет, штанов приличных до сих пор нет». Продавец услышал, донес, недовольный покупатель погиб в лагерях. Заново сформулированная в 2025 году Новичковым дискредитация российского производителя в 1937 году трактовалась по статье 58.10 УК РСФСР как антисоветская агитация и пропаганда, поскольку изначально по ней срок был незначительный. В редакции УК 27 года появилось уточнение: деяния по этой статье влекут за собой меры социальной защиты, указанные в статье 58.2 настоящего кодекса — вооруженное восстание, а это расстрел. Если правду можно говорить только шепотом, значит, страну захватили враги. Юрий Шевчук, ДДТ. Арктический депутат Новичков за «Жигули» заступился в последнюю очередь. Нива, Буханка, КамАЗ — они удались сразу, обожаемые до сих пор, не нуждаются в мерах социальной защиты вплоть до расстрела. Они привычные атрибуты Советского Союза, куда идущая вспять Россия охотно возвращается. Население без палки готово любить все, что прикажут, а Ниву даже без особого содрогания. Но вслед за всенародными «Жигулями» неизбежно возвращается горячо любимый Леонид Ильич, нерушимый блок коммунистов и беспартийных, политинформация, партбюро, выездная виза за границу, паспорта для городских и трудодни для сельских и святая троица социализма – парторг, профорг, комсорг, отлично трансформируемая в тройку НКВД. В лесу цветет подснежник, а не метель метет, и тот из вас мятежник, кто скажет «не цветет». Самуил Яковлевич Маршак. Сказка «12 месяцев». А «Жигули» теперь не ведро. Японские автомобили непоправимо лучше русских. Всегда. Даже в 1936 году, когда Toyota по американским лекалам и мотивам впервые в жизни собрала на пробу модель АА. Затем и подавно лучше. Как и японские телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты лучше любых российских. Даже суши у японцев лучше, чем у русских. Брошенные на произвол судьбы дальневосточники. Расставшись с Советским Союзом, отрезанные от большой земли, начиная с 1991 года, выкручивались сами. Привозили себе правый руль. Потихонечку осваивали технику, окрестности, научились обходиться без Москвы, без «Жигулей», начали ездить и даже приемлемо жить. Москва о Дальнем Востоке вспомнила с большим опозданием.
обложившись со всех сторон сборочными заводами иномарок, удерживая на плаву всегда голодный АвтоВАЗ, в 2008 году Москва прислала во Владивосток карателей батальона «Зубр» и показательно устроила кровавое воскресенье, 21 декабря, забивая людей палками на центральной площади, чтобы они заново полюбили «Жигули» и левый руль, отказались от «Тойоты», начали покупать осетрину второй свежести, поскольку на Большой Земле случилось затоваривание. Предложение превысило спрос, требовался новый рынок сбыта. Москва так делала всегда. Когда ей требовались быстрые деньги, она шла войной, покоряя, уничтожая, и неважно, что убивала в первую очередь своих. Ивану Грозному в 1569 году понадобились оборотные средства, и он взял штурмом собственный Новгород, разорив, разграбив, залив кровью. Из 30 тысяч человек населения он уничтожил до 15 тысяч. Зато стабилизировал бюджет, выровнял финансовую ситуацию, попутно решив внутриполитические вопросы. Дальний Восток заботу Москвы не забыл. И хотя возрождался после разгрома лет 10, оправился не до конца, от правого руля не отказался. И научился потихоньку вновь привозить японские автомобили, которые по-прежнему лучше русских. Но у Москвы проблемы. И опять те же самые, что и в 2008. Ей опять требуется рынок сбыта для осетрины второй свежести. АвтоВАЗ опять никому не нужен, все еще не умеет делать автомобили, но покупать «Жигули» страна обязана. На Большой Земле, не приходя в сознание, люди сдались китайцам, «Жигули» проиграли рынок. Следовательно, надо вновь собирать карателей, ехать во Владивосток и бить палками последний бизнес-резерв, уговаривая захватить «Жигули». МВД сделало предупредительный выстрел. Полиция разработала стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, куда включила заботу о неправильном руле, написав милицейским языком: транспортный риск для автомобилей с правым расположением рулевого управления более чем в 2 раза превышает значение данного показателя для транспортных средств с левым расположением рулевого управления. Если превышает в 2 раза, это означает, что 2/3 аварий в стране совершают праворукие японцы? Да, отвечают полицаи. В 2024 году такие ДТП в общей структуре аварийности составили более 1/10 части. Риск в 2 раза, аварий 1/10. Полицейский вывод: пересмотреть подходы к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления. Пересмотреть означает запретить. Легкового правого руля в России 3 870 000. Это те самые новгородцы, которых премьер-министру Мишустину вслед за царем Иваном Грозным хочется, как 456 лет тому назад, сварить живьем в котле и сжечь заживо на костре. Нельзя допустить «Тойоту» вместо гробовых «Жигулей». После гибели мужа на СВО семья обязана покупать только продукцию АвтоВАЗа, для чего пора пересматривать правила техосмотра, регистрации, страхования, постановки на учет всего правого руля. Запреты, штрафы, тарифы, наказания – все по привычной схеме. Сначала предупреждение в виде стратегии безопасности, затем гастроли батальона «Зубр», потом запрет. Доля праворульных машин в общей структуре автопарка России составляет 8,2%. Это огромный резерв, распоряжаться которым должен только АвтоВАЗ. Даже в очевидную глупость иногда трудно поверить, особенно когда она совершается большими авторитетами с международным размахом. Вроде бы наверху всегда самые умные, опытные, толковые, и уж они-то не ошибаются. И когда они уничтожают здравый смысл и крушат собственные достижения, первое время не верится. Тем более, что ошибка всегда подается как достижение, просто вы его еще не поняли пока. Европейский Ford, как и Volkswagen, решил покончить жизнь самоубийством и уничтожил легковой модельный ряд. Для Европы Ford – это Fiesta, Focus, Mondeo, минивены от B-Max до S-Max, Galaxy. Но великий Джим Фарли изменил концепцию, устроил стратегический провал и обернул его в пафосный слоган: «Мы уходим из скучного легкового бизнеса и вступаем в индустрию культовых автомобилей». Ford сосредоточится на внедорожниках и станет Porsche среди внедорожников. Чтобы ярко светиться, сжигать дом не обязательно. Но Джим Фарли вспыхнул интернационалом,
весь форт в Европе мы разрушим до основания, а затем мы новый форт построим, но зачем? И Форд оставил для Европы в модельном ряду только фокус, уничтожив самую кормящую, самую главную, самую любимую европейцами Фиесту. Прекратил выпуск Мондео, убил отличную семью минивенов. В битве за желание стать как Porsche модельный ряд Форда ограничен сильнее, чем у Феррари. В европейском конфигураторе автомобилей марки Ford выжили Puma, Kuga и Mustang. Ну, еще можно сильно захотеть и заказать себе Explorer и Capri. Клиентам, дилерам, руководству германского подразделения американское решение сжечь Ford дотла видится дикостью, преступлением, глупостью. Но в ответ из Америки лишь раздавались слова о блистательной стратегии, грандиозной прозорливости и победе над Porsche. Дурной сон длился несколько лет. Стало понятно, что на заводе Форда в Кёльне скоро погаснет свет. Это даже привело в мае 1925 года к первой официальной забастовке рабочих Форда за последние 100 лет, протестующих против массовых увольнений. За спасение Форда взялся управляющий директор бренда в Германии, Австрии и Швейцарии Кристоф Херр. Он устроил атаку на Джима Фарли, торпедировал его экономическими выкладками, структурой рынка, клиентской лояльностью, объяснив, что в Европе одного Porsche вполне хватает, и держать огромный завод с обширной модельной линейкой ради конкуренции с единственной любимой маркой генерального директора недопустимо. Джим Фарли 2 раза приезжал в Германию на Нюрнбург-ринг устанавливать рекорд круга на «Мустанге», и оба раза его в кустах душил Кристоф Херр. Джиму Фарли 63 года, Кристофу Херру 48. Возможно, идея королевской битвы, где на острове генеральные директора автомобильных компаний убивают друг друга, возникла по результатам сражения руководителей Форда. В итоге Джим Фарли вернулся в Америку и объявил о возобновлении работ над европейской линейкой. Кёльнский Форд больше не станет полагаться на модели, нужные лишь директору. А дальше произошло и вовсе удивительное. Совершивший страшную ошибку и чуть не уничтоживший европейский бизнес, Джим Фарли предложил сформировать модельный ряд европейского подразделения не из-за своего письменного стола в Америке и даже не из-за письменного стола управляющего директора в Германии. Американское руководство компании передало европейским дилерам право самостоятельно решать, в каких сегментах начнутся новые разработки. Какие модели нужны покупателям, на чем ездить по Европе, что хотят немцы, дилерам виднее. Они знают свой рынок, они в контакте с клиентом, им торговать. Вот пусть и предлагают, не стесняясь, чтобы не только возродить привычное, наверстать упущенное, исправить непоправимое, но и сразу уйти в отрыв, опередить всех и выиграть у каждого. Очень правильное решение, сломанное глупостью одного, поставившего на грань уничтожения столетний успех. Тут предлагать недостаточно. Заделать пробоину и вновь набрать ход – это методика догоняющего. Форду требуется безоговорочная победа, первое место. И только дилеры знают, что и как правильно. Детей дураками делают родители и смартфон. Это самая удобная форма ребенка – дурак. Он не мешает, заниматься им не нужно. А потом он как-нибудь вырастет и сразу станет умным и хорошим. До скольких лет ребенок должен оставаться дураком, чтобы не мешать родителям? И что делать с ним потом, когда делать поздно? This is what happens when you used to be a GC, but now you're a dad. She's having a good time. А когда начинать, если вдруг повезло с родителями? Если им не все равно, и ребенок не для того, чтобы тихо жил в углу, а чтобы сразу был включен во взрослые интересы, дела, действия. Создание человека начинается сразу, как только он родился. Хотя это означает, что первые 9 месяцев уже упущены. Ребенок – это не сосуд, который надо заполнить. Это факел, который нужно зажечь. Зажигать можно в любом возрасте и в любом состоянии. И не имеет значения, что дочка, имеет значение, что папа. Потом она поймет, определится, выберет.
Но даже если с ней случится макраме, знать и уметь будет с запасом. Isso, agora vai, acelera. Vai. Faz barulho. Acelera. Cadê pra minha Aqui, filha? aqui. Не надо ждать подходящего возраста, чтобы впустить ребенка в свою взрослую жизнь. Детям приказано послушание, детей педагогируют. Но есть иной вариант – предложить, показать, увлечь. И тогда дети, никак не расставаясь с детством, внезапно становятся качественными. Не потом, когда вырастут и закончат университет, а сегодня, в куче песка. Они берут хороший пример, после чего играют в правильные игры. В каком возрасте ребенку можно доверять? Когда он безопасный? Ведь когда ребенка приговорили к смартфону и отправили жить в угол, это сделали, чтобы ребенок уже был обезврежен, уже стал безопасным и не надоедал. Но безопасным он может получиться не только когда от него избавились, но и когда им занимались, доверяя сразу, с первой секунды, ни разу не отмахнувшись, ни разу не посчитав его дураком, сразу научив его правильным вещам. Результат в детях можно увидеть довольно быстро и гордиться, понимая, что все сделал сам и все сделал правильно. И Rolls-Royce вовсе не обязателен. All right. So you drive this thing by Drivers yourself? ready? Yeah. All right, there you go. Watch that light. Когда детство правильное, жизнь не откладывается на потом. Зачем татуировка? Почему то, что прежде писали на заборе, теперь рисуют на себе? С какой стати безопасная нашивка, несущая тот же смысл, отныне шьется навечно? Мода на глупость. Она всегда необъяснима, загадочна, внезапно. Мода изначально появилась как нелепость. Мода на мужские парики, мужские каблуки, мужские чулки
дифференцировала общество. Простолюдины ходили в чем удобно, знать в чем положено. Зато сразу видно, кто есть кто. Но мода на неудобную одежду оставалась поправимой. Мода на татуировки въедливо отмывается с трудом. Сегодня, когда титул не очевиден, родовитость латентна, превосходство скрыто, остается превращать себя в арт-объект, писать на шкуре вожделенное, предъявлять окружающим скрытые смыслы, изумлять дизайном и гордиться собственной необычностью, на которую у всех прочих не хватило смелости. Что модного пишут? Какие татуировки хит сезона? Что бы интересного почитать на людях? Что фундаментального готовы носить на себе десятилетиями? Логотипы автомобильных брендов. В эпоху, когда лояльность мимолетна, верность постыдна, преданность смешна, публика отдается всем телом любимым автомобилям. Анализ американского рынка тату-салонов по хэштегам в Инстаграме с июня 24 по июнь 25 позволяет сформировать удивительный рейтинг, понять который не получится. Первая мысль. В Америке народ бьет себе непременно американское. На первом месте явно обнаружится muscle car, ну или пикап. На первом месте с грандиозным отрывом лидирует Volkswagen. 13 тысяч публикаций в Инстаграме за 12 месяцев. Это в 3 раза больше, чем у следующего претендента. Варианты выделки собственных шкур безграничны. От жуков на бицепсах, гольф GTI в неожиданных местах до цветных транспортеров во всю спину. Ну или просто логотип там, где не ждали и не каждый увидит. И хотя самым узнаваемым логотипом в мире признан Mercedes, след Volkswagen на американцах отчетливей, глубже, чаще. В отличие от брендов, гоняющихся за влиянием с помощью инфлюенсеров, татуировки у Volkswagen – это для американцев нечто само собой разумеющееся, натуральное, настоящее. Это фанаты, которые собрали свою первую машину из автозапчастей со свалки. Для них этот логотип не просто брендинг, это идентичность. После Volkswagen следующим по количеству татуировок оказался американский джип. 4237 постов с хэштегом, на которых изображено что угодно. От минималистических решеток радиатора с 7 прорезями до полноценных рубиконов во всю площадь организма. Набитый джип не столько проявление промышленного блеска фирмы, сколько персональная гордость, самореклама, вера в неизлечимый образ жизни. Третье место у «Шевроле». 3330 хэштегов доказывают, что преданность сильна, особенно среди любителей пикапов, которые лучше набьют ВИН-код своего Сильверадо, чем сядут за руль какого-то там Dodge Ram. Понтиак умер 16 лет тому назад, но у него за прошедший год 3092 выделанные шкуры и 4 место, что показывает, насколько глубоко Firebird, GTO, Fiera закрепились в головах и телах американцев. 5-й Кадиллак. 2794 поста с татуировками от классических гербов до полноценных работ по мотивам полиции Майами. Для многих американцев Кадиллак – это понятный на любом пляже, в бане, в погребальной конторе, символ успеха, лаконичное сообщение окружающим о достижениях или наследстве от дедушки. Самая загадочная категория – 388 человек, набивших себе логотип Теслы. Уж если татуировка должна эпатировать, озадачивать, пугать, то Тесла вполне объяснима. Сегодня этим словом в основном ругаются, и вполне возможно, что скрытый смысл в том, чтобы не написать на себе ничего матерного, и в то же время послать всех по адресу, указанному на каждом заборе. И еще 193 человека набили себе Кию, явно не на трезвую голову, в результате пьяного спора. Получилось не гордо, но навсегда. Хотите Америку? Большую, настоящую, как привыкли. Без Трампа и абсурда, обширную, понятную, дня на 4. Ехать недалеко, в курортный литовский Друскиненкай. Во время традиционного летнего фестиваля American Spirit летное поле возле Друскиненкая
становится той самой, настоящей Америкой, 51-м штатом, где только подлинные американские автомобили, главный символ США. American Spirit – настолько важное событие балтийского календаря, что премьеры проектов, первый показ только что отреставрированных, возрожденных, построенных заново автомобилей готовят специально ради этих 4 дней. Oldsmobile Super 88 1958 года. Его 3 года возрождали из руин. В итоге получили аленький цветочек в достоверном состоянии, с полагающимся любому американцу V8, объемом 6,1 литра, мощностью 305 лошадиных сил, с 4-ступенчатой автоматической коробкой. Всего было выпущено 27 521 машина этой модели с этим кузовом хардтоп без центральной стойки, но в таком состоянии только одна эта машина. Впервые появился на публике Lincoln Continental Mark V 60-го года. Автомобиль был разобран до винтика, сшит и собран заново, с неприметными вкраплениями видеокамер, мониторов, USB. У него не родная, но очень подходящая шумоизоляция, родной V8 объемом 7 литров, мощностью 315 лошадиных сил. Соблюдая историческую правду, это не Линкольн, это именно Континенталь, поскольку в те годы это были разные бренды концерна Ford. Несмотря на спорное сочетание цветов, работа выполнена блестяще. И ведь это тоже американец, грандиозной фирмы Nash, модель Metropolitan образца 1953 года.
Не имея опыта в создании маленьких городских машинок, президент компании Джордж Мейсон позвал в партнеры британский Остин. Первые 2 года машинку выпускали в Англии, но продавали только в Соединенных Штатах Америки. По популярности она взяла 2-е место после Volkswagen Жук. Двигатель у Метрополитена объемом 1,2, мощностью 40 лошадиных сил. На American Spirit этот Nash впервые. Chevrolet Impala 60-го года в Литве впервые. Приехала специально из Польши. Любая Impala создавалась, чтобы гонять. Она от рождения горячая, но это еще горячее. Hot Rod с, сами видите, каким выдающимся мотором, объемом 6,6 литра. Характеристики уточняйте у секундомера и у продавца. Американцы всегда позволяли себе много, особенно кабриолетов. Людям в ушанках это не очень нужно, но в Америке и Друскиненкае такой формат понятен. Кстати, слово «кабриолет» американцы не любят. Для них это convertible. Oldsmobile Delta 88 66 года. Цифры 88 сопровождали модельную линейку фирмы 50 лет и были придуманы, чтобы хоть как-то прозвучать. Эдакий код для знатоков, когда произнес 88, и всем все понятно. Первая 8 – номер платформы, вторая 8 – количество цилиндров. Поскольку с таким пин-кодом понять ничего невозможно, каждый раз для следующей новой модели придумывали нормальное понятное имя, например, Дельта. Вкрапление чудес. Послушайте мотор этого Кадиллака Эльдорадо 80-го года. Не характерно звучит? Chevrolet K5 в американской культуре занимает самостоятельное место. При любых других пикапах у К5 свои молельные дома, собственная иконопись, самостоятельные общины. Дебют только что вернувшегося из небытия Chevrolet К5 1987 года, из потустороннего мира, с того света на этот. Его возрождали в Латвии, приехали в Литовскую Америку показать во всей красе. Исполнение отличное. У американцев чувство меры иногда отказывает.
Колеса такого диаметра с этим профилем ведут к диспропорции. Но ведь выглядит вполне достоверно. Прежде подобное случалось в Голливуде, теперь в Друскиненкае. Этому «Шевроле Монте-Карло» 80-го года предстоит обратная конверсия. Такая же машина снялась в фильме «Тренировочный день» с плохим Дензелом Вашингтоном. Там она черная, на нормальных колесах, лоурайдер. Нынешний владелец собирается превратить ее в машину из этого фильма. Хотя было бы достаточно просто поменять колеса. Остальное и без того прекрасно. V8, 5 литров, 170 лошадиных сил. Бьюик Лесабр 1975 года, Convertible, выпускался только 1 год, очень редкий во всем мире, в Литве единственный. Хозяин готовил его специально для премьеры на нынешнем American Spirit. Машину разобрал, собрал, осовременил, кое-что поменял под капотом. После 100-го вопроса «Это ведь Кадиллак?» написал на борту Бьюик. За летний сезон Литва и страны Балтии к машине привыкнут, выучат название, сдадут зачет на угадывание, и можно будет еще раз откорректировать облик. Двигатель V8 объемом 5,7 литра, 180 лошадиных сил. Каждый год на American Spirit приезжают древние духи Америки, олдтаймеры в возрасте под 100 лет. Очень показательная иллюстрация к незыблемости автомобильной промышленности. Делать великие машины американцы начали сразу. И в таких количествах, что очень быстро получили народный автомобиль президентского уровня и размера. Поэтому они всей Америкой с таким недоумением смотрели на Ford T, сочиняя про него анекдоты, создав отдельную категорию водительских удостоверений только для владельцев Ford T. Серый Chrysler Convertible купе 1932 года. Вы могли его видеть на мероприятиях «Нестареющая классика» в Бирже и Каунасе. Автомобиль в великолепном состоянии, отменного здоровья. Если у пожилых не спрашивают про возраст, то у олдтаймеров не спрашивают про мощность. Здесь рядная 8, объемом 4,9, мощностью 100 лошадиных сил. Красный справа Buick Sport Roadster 31 модельного года, рядная 8, 5,7 литра, 104 лошадиные силы. Вопросы, ответы, реплики. Иван Петренко. После 60 нужно ввести экзамен. Сможет старик присесть перед начальством 10 раз и сказать «ку»? Тогда еще полезный. Держи права. Экзамен повторять каждый год. Коваленчиха через «э». Нам с мужем по 59. Единственная радость – это 2 недели в году поездить по стране. Мы путешествуем, спим в машине, чтобы сэкономить. Купили для этого Honda Mobilio. Начали так путешествовать уже после 50. До этого и не думали, что так сможем. Ездим в отпуске, ведь нам до пенсии еще пахать и пахать. Значит, они считают, что работать до старости мы можем, здоровья хватит, а машину водить нет. Латпенс. Мне 75, живу в Латвии.
У нас медсправка для водителя до 60 действует 10 лет. После 60 лет 3 года. Получение справки выглядит так. 2 месяца тому назад получал. Приходишь к семейному врачу. Он смотрит в компьютере твою медицинскую историю. Потом проверяет зрение по таблице с буквами. Все. Стоит 35 евро. Занимает меньше 10 минут. Никаких других отличий от молодых водителей, кроме периода действия медсправки, нет. После 70 я каждый год езжу в Карловы Вары. Прилетаю в Прагу, беру машину в аренду, еду в Карловы Вары. Из Карловых Вар люблю путешествовать по Чехии, Германии. В этом году ездил в Дрезден. Утром туда, галерея, прогулка по городу, после обеда обратно. За день примерно 450 километров. Пока сил и денег хватает. На сегодня все. До свидания.